пьесе не хватает такой вывески «Жизнь — это боль». Вот мы отсюда уйдем и перейдем к любви. Сегодня я хочу поговорить про любовь буквально. Что, собственно, о чем идет речь? Так как вы, наверное, думали об этом самого рождения, с тех пор, как вы вообще начали думать, вы поняли следующую вещь, которую поняли все. Что это понять невозможно, договориться невозможно, критериев никаких нету. И вся литература про любовь, смысл жизни про любовь, песни про любовь, ну и все про любовь. А в чем, собственно, причина, почему люди, не могут понять, и, не могут договориться? Вот об этом я бы хотел начать разговор. У нас сейчас мы должны прерваться, есть у меня там пару минут? Нет, у нас есть время еще. Есть, да? Ну вот, что я хочу сказать в качестве преамбулы. Что любовь, это я сейчас только свою трактовку выдаю, вы можете с ней согласиться, можете не соглашаться, я рассказываю про свою трактовку. Любовь в рациональном смысле, это да, одни говорят забота, внимание, я не знаю, пожертвование своей жизни, когда интересы других важнее, чем твои и так далее. Но это от головы идет. Это когда вы говорите, что вы хотите получить от человека, да, или как вы понимаете. А я хочу, чтобы мы говорили про чувства, потому что любовь — это все-таки эмоция, это не про разум. Кстати, Всемирная организация здравоохранения признала влюбленность временным психическим расстройством. Там критика нарушенная и серьезные проблемы. Там человек может не спать, не есть и так далее. В общем, у него температура может подниматься, пульс учащаться. Ну и вообще не совсем адекватное поведение. Так вот, я хочу поговорить о любви именно как о том, что люди чувствуют. Так вот, моя теория состоит в том, что люди чувствуют то, что они чувствовали в детстве к родителям, и больше ничего. Что это значит? Что если у вас была благополучная семья, родители любили себя, прежде, это важный момент, любили друг друга и любили детей. Неважно, сейчас тут пойдут разговоры, а если у меня отца не было, а если я из детского дома, а если меня бабушка воспитывала. Вот тот, кто был рядом с вами, если у него не было проблем с головой, то совершенно адекватный человек, который любит себя, принимает себя без всяких «но», и способен таким образом дарить чувства ребенку, если в ваших отношениях было все такое здоровое, вы любили родителей, естественно, как любой зверь, ребенок тоже привязан биологически к матери, вообще считает родителей, мать особенно частью себя первые 3 года, а себя частью родителей. Не отделяет. Критика там вообще отсутствует. Мне даже ребенок рассказал, я рассказывал, любит лекции по биологии, она сказала, что когда родители бьют детей, у детей даже нет никаких, как вам сказать, рефлексов защиты, потому что природа так распорядилась, так как человек, как, опять же, часть животного мира, с самого появления на Земле вынужден был защищаться там от хищников, от много чего, то природа, чтобы экономить силы, родителей в этот список не включила. И ребенок считает, вот вы в это не поверите, что типа так надо, там бьют всех. Только после 4 лет, когда у него критика возникает в голове, он может считать, что это неправильно. А сначала он даже не сопротивляется, у него даже нет таких реакций психических противостоять агрессии родителей. Так вот, я прямо начал уже говорить о том, что есть семьи, где родители холодные, истеричные, агрессивные, а у мамы может быть пострадовая депрессия, она к ребенку вообще не подходит, или он ее раздражает, или она считает, что это абуза. Что происходит у ребенка? Он ее любит, потому что, я уже сказал, это такое животное, это такое биологическое чувство, привязанность, мать дает чувство безопасности, ну и так далее. Вот. А в ответ он не понимает, любит его, не любит. Она считает, что он его не любит. Потому что, реально, если она его бьет, в каком смысле она его любит? Если она говорит, я как-то сидел в гостях в одной компании, и ребенок, тогда он был еще подростком, лет 12-13, он пришел в 8 часов домой, и мама вдруг ему говорит, а что ты так рано пришел? И все поняли, что она его не просто не любит, он еще мешается просто. Тут
Взрослые сидят, выпивают, этот приперся. И вот такие дети, когда они вырастают, им, чтобы любить кого-то, нужно страдать. Во-первых, им нужно, чтобы человек, которого они любят, их точно не любил, иначе им не интересно. И второе, для того, чтобы само чувство испытать, им нужно, чтобы все было воспроизведено из детства. Чтобы забывали, как их зовут, не перезванивали, орали на них. Ну, я не знаю что, чтобы они их не любили. Вот такой бред. А те люди, у которых все как бы гармонично и нормально, это те люди, которые имеют ответные чувства. То есть у них любовь не бывает неразделенной. Я об этом сегодня еще расскажу. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Я что хочу сказать. Я бы хотел, что если у вас есть проблемы и вопросы, вот связанные с любовью, что не складываются отношения, что вы считаете, что вас никто не любит, или вы никого не любите. Вот такие проблемы, чтобы мы обсудили. Да, как вас зовут? Виктория. Не слышу. Виктория, здравствуйте. Виктория, а вы где-то в подвалах? Нет. Я не в подвалах, вы так лучше меня слышно. Так лучше. Говорите, пожалуйста. Вы знаете, у меня такой к вам вопрос. Меня любили в детстве, безусловно, родители, но в 2 года и 3 месяца случилась ситуация такая не очень хорошая, они погибли. Вот. И после этого я попала в не очень благополучные для себя условия, не к родным родителям, а к своей тете, у которой были свои собственные дети. Так вот, у меня, естественно, там была немножко такая своеобразная любовь. Вы вот говорите, что до 3 лет дети принимают любовь безусловно, то есть если бьет ребенка, то он будет считать, что это нормально. А вот у меня получилось, что после 3 лет, там даже ближе к 5, начали применять физическую силу ко мне, и потом это длилось до 16 лет. Я была в таких жертвенных отношениях практически всегда, в любви, можно так сказать. И сейчас я понимаю, что я очень долго вас слушаю, пытаюсь применять ваши правила на практике, мне очень стала меняться жизнь. Но вот если любовь — это тип переживания детских эмоций, то могу ли я надеяться, что я вернусь к тем эмоциям, когда меня мои родные родители любили безусловно, и смогу ли я когда-нибудь так любить? Или опыт, который был пережит мной позже намного, он будет для меня главнее, будет всегда перевешивать. Но подождите, вам же сейчас больше 4 лет? Мне сейчас 28. Вам 28. У вас какие-то романы были уже? Конечно, да. Вы же можете сказать, что это за чувства у вас были? Да, но они основаны, вы знаете, долгое время я тоже не понимала. Относительно недавно переслушала вашу лекцию снова и поняла, что меня не цепляет человек сразу. А вот когда он начинает ко мне хорошо относиться, а потом плохо, вот тогда меня это цепляет. Вот тогда я прям страдаю по 7 лет, по 2 года. Понятно. Ну, давайте я на ваш вопрос отвечу. Тем более у вас хоть и жесткая ситуация, но у людей, к сожалению, по разным причинам такие истории достаточно часто случаются. Я имею в виду не смерть родителей, я имею в виду такие нездоровые отношения в дальнейшем. Кстати, хочу сказать насчет родителей. Так как очень многие люди обожают слить все на родителей, что все проблемы у них от родителей. Был такой фильм, помните, в советское время с Янковским «Влюблен по собственному желанию», когда у дочери, значит, ее играла, не помню, жена Калягина, по-моему. Татьяна, не помню, как ее звали, актриса. Она, не самая красивая, прямо скажем, но главное, что у нее никак не складывалась жизнь личная. И она впала в истерику и стала орать, что таким, как мои родители, уродам вообще нельзя давать рожать и так далее. То есть, к сожалению, многие люди, особенно инфантильные, они ищут причину в родителях. Теперь про родителей пару слов. Во-первых, родители нарочно ничего не делают. То есть родитель, который хочет убить ребенка, он просто его не рожает, я не знаю, делает аборт и так далее.
Поэтому всякая агрессия со стороны родителей, или истерика, или холодность, и все остальные косяки происходят по той причине, что родители, как живые люди, бывают тоже неадекватные. А вы как думали? Родители — это тоже люди, это не каменная стена, это не то, бывает, когда это каменная стена в каком-то возрасте, а потом вы понимаете, что они тоже слабые, у них свои тараканы. И, кстати, родители, которые неадекватны, могут вести себя, соответственно, неадекватно. Самый простой пример и понятный — это мать, у которой пострадовая депрессия, где она в легкой форме просто устала от ребенка, а в тяжелой она может к нему агрессивно относиться и даже бить даже грудного. Это болезнь, психическое расстройство, понимаете, какое дело? Поэтому я хочу сказать, что помимо самих родителей бывает еще ситуация, когда ребенок попадает в раннем возрасте в больницу, и мать не пускает, сейчас не знаю, в СССР родители не пускали к ребенку, даже если он в реанимации находится. И ребенок резко теряет чувство безопасности и становится таким достаточно серьезным невротиком, и может считать, что его никогда не любили, его бросили, и вообще боятся быть брошенным и так далее. Почему? Потому что он попадает в такую ситуацию, родители вообще ни при чем. Теперь отвечая на ваш вопрос. Это зависит от вас. Если вы уже имеете такую проблему, что вам надо сначала... во-первых, у вас недоверие, поэтому вам надо сначала, чтобы человек себя как-то проявил, а потом он должен сменить отношение на плохое, но это такой тоже понятный механизм, когда ему отказывают, а потом говорит, ладно, иди сюда, а он начинает, говоря по-русски, говниться. Так часто бывает, потому что это вопрос уже не про отношения, а про самолюбие. Вот. И в этой ситуации, если вы хотите из нее выбраться, вам надо поступить следующим образом. Во-первых, признать, что у вас есть такая проблема. Большинство людей не признают, говорят, да это мужики такие дебилы, но женщины, соответственно. А мужчины то же самое про женщин, но по-другому. Во-первых, сказать, что есть проблема, что вы, к сожалению, не можете испытывать нормальные здоровые чувства, взаимные и так далее. Вам надо, чтобы в этой бочке меда была обязательно ложка дегтя, без этого это вообще вас не возбуждает. Это первое. Второе, когда вы это признаете, вы должны перейти к следующему шагу. Как бы вы вот меня не то что раздражает, я как психолог понимаю неизбежность этой фразы, но, честно скажу, иногда раздражает фраза «я люблю его». Не так, но я люблю его. Это говорят люди, которым проламывают череп, которым ломают руки. Я сейчас говорю про людей реальных, которые приходили ко мне на прием. Один мужик, значит, своей жене просто ножом воткнул нож в ногу и стал крутить его там, прямо на приеме. И это все история под названием «Я люблю его». Это, к сожалению, и есть полная аналогия родительской истории, когда родители бьют детей, а те, как эти заложники, считают, что это на самом деле люди их любят и вообще пытаются освободить. Такой хельсинкский синдром. Вот, поэтому вам надо признать, что это проблема. Это вообще история не про любовь. Кстати, быстрее вас отпустит, если вы перестанете играть в любовь, хотя это неприятно, потому что хоть какие-то отношения есть, а здесь вы должны сказать, что вы просто наркоман, который с детства, к сожалению, подвязан на вот такие тяжелые отношения. И после этого соскакивать. С первого раза при том. Что-то произошло, вас еще никто пальцем не тронул, но человек рядом с вами ведет себя для вас неприятно. Вы ему один раз говорите, что мне это не нравится, если это он продолжает, вы соскакиваете. А вот для тех специально, которые говорят, но я люблю его, я рекомендую постучать головой об стену. Шучу. Ну, чтобы быстрее отпустило. Так, давайте почитаем. Или у нас что сейчас? У нас и звонок есть, и сообщение масса. Ну, давайте. Я люблю угождать и ухаживать, а потом Дмитрий почитает. Причем и мужчинам, и женщинам. Любить могу любой пол. В мои 3-4 года родители развелись, меня отдали бабушке. Семья меня обожала, но отношения с мужчинами складываются стром или вообще не складываются. Как разобраться в себе и перестать хотеть угождать всем, чтобы меня любили? Любить могу любой пол. Я так понимаю, Мария, вы бисексуал. То есть вообще этим осложняется эта история. Чтобы в себе, насчет разобраться в себе, я скажу простую вещь, так как я не фанат психоанализа, то я не вижу какой-то логики в том, что вы узнаете, что это мама, или помните, как Евгений Леонов говорил,
в этом фильме. Он сказал, это дядя во мне говорит по материнской линии. И что вам это дает? Более того, 90% людей вообще не понимает причины своих состояний и отношений, потому что, как я уже сказал, при совершенно нормальных родителях они попали в условия, где они остались без родителей, интернат, пятидневка, ясли, все что угодно. Если я работал дворником, там такие стоны стояли ночью от полуторагодовалых детей, которые там лежали без родителей. Сад был КГБ, родители жили в этом же подъезде, где и сад был, и к детям не подходили до пятницы, когда они их забирали. Так вот, короче, вот как-то так, поэтому считать, что это все от родителей, я бы не стал. Бывают ситуации, когда... Да, бывает, кстати, и психика родителей, которые тоже создают травму для ребенка. Ну что, звоночек? Здрасте. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте, Михаил, здравствуйте, Дмитрий. Меня зовут Евгений, мне 24. У меня вопрос. Значит, у меня сейчас есть отношения, которые уже почти год. И начиналось все прямо невероятно сказочно и по эмоциям, и по сексуальной части. Вот. Виталий меня поправил. Виталий, спасибо, не Хельсинский, правда, а Стокгольмский. Я просто вчера смотрел передачу Познера про Финляндию, поэтому перепутал. Извините. Да, продолжайте. Вот. И в какой-то момент у меня какая-то просто эмоциональная часть как будто отключилась, и вот вся нежность, тепло какое-то, вот эти поцелуи, комплименты от меня, они просто... у меня нет потребности их вот это все как бы делать, говорить. Что-то происходит, или это как-то вдруг спонтанно у вас отключается? Нет, это в какой-то момент, плавно так перешло такое, но как бы в сексуальном плане все лучше и лучше. Вот. И у меня вопрос, знаете, какой? Вот что вообще после влюбленности должно остаться и почему уходит вот все это было и как бы, да, вот. Спасибо, хороший вопрос. Сколько у нас есть на ответ? 7 минут? Да. Смотрите, это очень интересный вопрос. Влюбленность совершенно бессмысленное, но прекрасное чувство. Влюбленность — это вообще не чувство к человеку, это чувство к придуманному в своей голове образу. То есть, настолько придуманное, что некоторые фанатки некоторых музыкантов обожают их, хотят от них детей, и совершенно наплевать, что эти музыканты вообще гомосексуалы. И вряд ли они ими заинтересуются, потому что это все придуманный образ. Еще раз попробую объяснить, если кто-то с первого раза не понимает. Любовь — это ваши чувства по отношению к другому человеку. Влюбленность — это ваши чувства по отношению к тому, что вы себе сами придумываете. Человек это может не иметь никакого отношения. То есть там все обожают, я не знаю, актеров, например, да? Каких-то звезд, музыкантов. Притом всем совершенно по барабану, а что они за люди. Всем вот этот образ какой-то, который они домыслят у себя в голове, он, собственно, и служит предметом влюбленности. Влюбленность в среднем длится около 3 месяцев. А дальше что может произойти, вы спрашиваете? Ничего может не произойти. То есть тогда, когда у вас критика снова проснется, и вы начнете по-другому смотреть на человека, не так, как вы себе придумали, а так, как ваш мозг уже совершенно нормально реагирует на него, то в этот момент вы поймете, что вот влюбленность прошла, как говорится, прошла любовь, завяли помидоры. Вы ничего не испытываете. Вторая ситуация, когда влюбленность прошла, и ничего не изменилось, вы продолжаете человека любить, потому что это тот человек, который совпал с вашими эмоциональными потребностями. Потому что это долгий разговор про либидо, про тонкие душевные настройки. Люди же западают на форму мочки уха, на запах, на разрез глаз и размеры формы ногтя на среднем пальце и на левой руке. Я сейчас не шучу. То есть у них такой бессознательный, очень сложный внутренний мир, который очень интересно устроен. Фрейд сказал, что влюбиться мы можем только тех, кого знали раньше.
Имеется в виду, что если человек у вас отклика никакого не вызывает, то есть не ассоциируется ни с какими детскими воспоминаниями и переживаниями, то для вас пустое место. Я, кстати, заодно хочу сказать, чтобы мужчины и женщины перестали дергаться по поводу того, что они кому-то не нравятся. Вы просто не похожи на ее отца или на его мать. Ну, я сейчас, конечно, утрирую, но смысл именно такой. Потому что если вы не вызываете никаких ассоциаций у другого человека, то он вас не может любить, потому что у него нету никакого эмоционального отклика. Вы для него чужой человек. Это надо понять. Не то, что с вами не так, не то, что вы что-то не то. Просто вы не его мама или не ее папа. Ну, я еще раз подчеркиваю, что это утрирование, и более того, многие... Моя дочь мне сразу сказала: папа, я бы не хотела иметь мужа, похожего на тебя. Но я простил ей это хамство. Ну вот, и я хочу сказать, что это работает так по поводу ассоциаций детских. Поэтому, когда вы начинаете комплексовать, спрашивать, что со мной не так, почему он не любит меня, притом не кто-то, а именно этот конкретный, то я вам объясняю, почему. Что происходит в тех отношениях, которые я считаю ущербными. То есть человек вам не очень нравится, в принципе. Бывает, вы, например, сразу влюбились, потом остыли, не вопрос. Но здесь как чемодан безручный, носить неудобно, а выбросить жалко. И некоторые люди, спасаясь от одиночества, от того, что они хотят иметь детей, семью и бла-бла-бла, они эти отношения продолжают. Но как бы у них нет этих эмоций, и есть вместо этого какое-то спокойное чувство, что они человека знают, они ему доверяют, с ним можно как бы и детей рожать, и все, что хочешь. И они как бы так и живут. Но дальше, так как у них потребность испытывать любовь все равно никуда не делась, начинаются обманы, измены, разводы, конфликты. Не начинается этого только у тех людей, у которых нет такой потребности. Или, как говорят психологи, нет запроса. Наши предки не имели никакого запроса любви вообще в отношениях. Наши предки выбирали себе пару, во-первых, не они выбирали, а родители, и это в разных странах до сих пор существует. Вы, наверное, знаете, это не хуже меня. А критерием является социальное положение другой семьи, материальный достаток, а вообще не любит, не любит. Когда и родители, и наши предки, и нынешние, кто так сейчас живет, то сам это исламский мир, хотят людей поженить, иногда некоторые сватают еще в детстве, потом в присутствии огромного количества родственников молодые, значит, сидят в кафе и разговаривают, друг друга руками не трогают, тем более не целуются и уж тем более не спят вместе. Это может быть 2-3 встречи. И дальше, как бы, это я сейчас беру такой ненасильственный случай, и дальше они начинают жить. И ко мне приходили такие пары и люди из таких семей, это очень для меня, как для психолога, было интересно. Они о любви вообще не говорят. Я когда женщину спрашиваю, говорю: а почему вы хотите развестись? Говорит: я не уважаю его, он у моего отца деньги просит. Я говорю: а когда вы познакомились? Очень такой открытый, приятный парень. Я говорю: вы его любите? Он говорит: Михаил, я вам объясняю, я его не уважаю. Краткое содержание сериала «Моя вторая мама». Значит, мы говорим сегодня про любовь. Конкретно о том, что любовь, я это объясняю, свою позицию и свою философию, это те чувства, которые ребенок испытывал в детстве к взрослым, кто бы они ни были. Воспитатель в детском доме, бабушка, отец, мать, если есть, или просто мать, или просто отец, даже старшие братья и сестры. Я имею в виду, что когда ребенок рождается, он психологически зависит от взрослых. Ну, в общем, весь животный мир так устроен, что это какая-то биологическая привязанность. А со стороны взрослых, кстати, в животном мире тоже бывает, когда накрывает какую-нибудь тигрицу после родов, и из 4 тигрят в помете, она одного не кормит, и он подыхает просто от голода. Почему, никто не знает. Вот так психика устроена. И у людей тем более бывает и пострадовая депрессия, и бывает, что люди просто такие,
То есть это люди, которые рожают детей, они до того, как рожали, они уже были депрессивные, холодные, агрессивные, истеричные. Больны, кстати, тяжелыми психическими расстройствами тоже бывает. И ребенок, любя совершенно беззаветно родителей, вдруг сталкивается с тем, что, как он считает, его не любят. Его бьют, над ним издеваются. И, кстати, я в свое время писал, что если мать будет о вас бычки тушить об голову, то ребенок будет считать, что это так положено. Потому что у детей нету защитной реакции по отношению к родителям никакой. Ну, в раннем детстве, я имею в виду. Ну, так психически они устроены. И потом, когда ребенок вырастает, он попадает в отношения, которые, чтобы вызвать у него чувство любви, должны быть такие же, как были в детстве. Чтобы его даже били, чтобы его не любили, он должен бегать за кем-то, добиваться кого-то. Притом его интересно именно те, которые на него не обращают внимания. Я это не просто говорю, я, кстати, сам был такой и преодолел благополучно, и либидо поменял себе. Поэтому смысл сегодняшнего разговора не просто рассказать, как это работает, хотя в этом огромный смысл, потому что первое, что я сделал, я перестал играть в любовь. Я сказал, что я просто проблемный парень, у которого... Это реально не любовь. Потому что если вы за кем-то бегаете, а он вас не любит, то это уязвленное самолюбие. Или вот этот знаменитый эпизод из гениального фильма «Любителей Брамса» по Франсуазе Саган. Кто-то, может быть, видел его. Там играет Ив Монтан, Энтони Перкинс, а ее играет Ингрид Бергман. Ну, там, кто не видел, скажу, что там 40-летние любовники, он на ней не женится, он ей изменяет, ей надоело, она уходит от него, в нее влюбляется 25-летний Тони Перкинс, а эти, значит, Ив Монтан и, соответственно, Ингрид Бергман. Вот, и когда, вот слушайте внимательно, Ив Монтан видит, что бабу, в принципе, уводит уже, он ей срочно делает предложение, потому что у мужчин это самолюбие очень, так сказать, гипертрофированно развито, он не может пережить, она ему нафиг не нужна, в качестве жены точно, но он не может пережить, что вот какой-то другой мужик на нее претендует, типа моя. И он на ней женится, она такая счастливая, а у ней свои тараканы, она похожа на персонаж фильма Барбары Брыльски «С легким паром», потому что она такая вот, которая подачки принимает, такая жертва. Нафиг она бы этому Тони Перкинсу бы портила жизнь, она же его не любит, она просто от обиды на Ив Монтана собиралась с ним мутить. Ну вот, и в результате, значит, она такая счастливая, он, короче, опять не стал изменять. Ну, это конец фильма. Вот, и это такая грустная история, которая говорит о том, что это фильм не про любовь, а вот такие страдания какие-то. И очень многим людям поможет, если они перестанут играть в любовь и рассказывать, что просто... Знаете, как в пьесе Горького «На дне». Там была проститутка, которая говорила, что не в юности был жених. И все над ней ржали, и только Лука говорил, чего вы над ней смеетесь? А был, наверное. То есть людям при любом раскладе хочется, чтобы у них все-таки была любовь, а не какая-то фигня. Типа, я больной, этот больной, мы больные. Это, кстати, не психическое заболевание, это такие неврозы. И отношения невротические. Но никто же не хочет так рассуждать. Как я решил эту проблему с собой? Во-первых, я перестал рассказывать, что такая прямо любовь странная. Начал я с сигарет, потому что я курил почти 40 лет и тоже не мог бросить. Люди не бросают то, что они любят. Запомните это. Если вы любите, вы не бросать не будете. Потом я сказал, что я не люблю курить, я просто как наркоман не могу не курить. Это разные вещи. Кстати, фраза «я люблю тебя безумно», «я люблю тебя страшно», «я без тебя жить не могу» лично меня пугает. Я там слышу «жить не могу», «безумно» и «страшно», а не про любовь. Ну вот. И я уже не курю, слава богу, наверное, лет 11 или 12. И не тянет. Мне ничего не снится, как люди, которые себя заставляют. Я себя не заставляю, просто перестал курить, потому что я не люблю. И я это стал распространять и на отношения тоже. А тут очень простой критерий. Если отношения не делают вас счастливыми, то это не любовь. Помните, как осетрина бывает только первой свежести, а дальше она уже просто тухлая.
Телефончик, может быть, Дима? Здрасте. Алло. Говорите, вы в эфире. Нет, потолок. Алло, здравствуйте. Давайте, говорите, здравствуйте. Меня зовут Екатерина. Мне 35 лет. Да, Екатерина. Я живу в Москве. У меня 100% нервоз. Я обращалась... Невроз. Сначала В, потом Р. Невроз. Я невротик, да. Я невротик, это точно, потому что у меня был любимый муж. Я постоянно прям вот к нему испытывала, иногда даже, наверное, вот как психолог мне тоже сказал, какие-то материнские чувства, потому что не столько как мужчине меня к нему тянуло, да, а именно вот забота о нем, беспокойство о нем, то есть чтобы все рубашечки были поглажены. Причем я не домохозяйка, я тоже работаю, у меня все с этим хорошо. Ну вот у меня много лишнего времени, наверное, и вот забота о нем, и вот это вот все, да. Когда я обратилась к психологу не по мужу, да, у меня просто произошла трагедия, умерли родители, мама с папой. Ну и вот это прям тяжелая ситуация, до сих пор с ней не справилась. И вот тоже ситуация с мужем такая вылилась про это все, что это как раз не любовь. Тогда же я начала слушать вас. Ну и с мужем решила развестись, начала к нему цепляться. И с мужем вот развелись этой осенью. И вот теперь мне его очень сильно не хватает. Хотя я нахожусь уже в других отношениях. И вроде тут у меня как раз сначала были такие отношения, что прям любовь-любовь. А теперь мне вот не хватает опять-таки мужа, потому что тут мужчина полностью самостоятельный. Мне не хватает вот того, что я о нем должна заботиться. И, видимо, из-за того, что родителей тоже нет, которые обо мне тоже постоянно заботились. Я там практически каждый день к ним заезжала. И вот, тотально не хватает, наверное, внимания. Спасибо. Я терпела физические наказания, словесное унижение, издевательства до 20 лет в семье. Сейчас мне 25, отношений ни разу не было и как-то не хочется. Сейчас черпаю вдохновение от образования, самореализации. Кажется, что в моей жизни никогда не будет отношений семьи или будет поздно. Нормально ли это и как долго мне придется избывать травму? Это ненормально. А как вам долго придется избывать травму, я вам скажу. Вот у меня на это ушло 2 года, а у вас, может быть, полгода уйдет, потому что, во-первых, вы моложе, вам 25 лет, а мне он скоро 60. И, во-вторых, я это как бы придумал и был первопроходцем, а вы уже на все готовы попадаете. О чем идет речь? Речь идет фактически о 3-м правиле, которое выглядит очень простым образом. Вы, зная за собой... Тут, во-первых, надо понимать следующую вещь. В вашем случае у вас просто страх отношений, у вас как бы вообще такая фобия, что вы не начинаете отношения, потому что очень напуганы с детства. Такое, кстати, тоже бывает. Когда, ко мне приходили девственницы 35 и 38-летние, так что 25 лет это не рекорд. Бернард Шоу лишился девственности в 36. Правда, очень большую жизнь прожил. Долгую. Так вот, это страх такой уже совсем, такой же фобия прямо. Перед отношениями или там перед сексом. Это когда дети подвергались избиению, часто насилию и сексуальному, и физическому. Это прямо проблема, которую очень тяжело бывает решать, но она решается, тем не менее. Все-таки люди заслуживают того, чтобы жить полноценной жизнью, чтобы их любили, чтобы они любили. Так вот. Как проблема решается? Во-первых, не надо бояться отношений. Во-вторых, не надо переключаться на хороших парней, потому что они вас не возбуждают. Вы вот такие нравятся, да пусть будут такие. Вопрос вот в чем. Когда вы с ними начинаете встречаться, эти люди, которые как бы не делают вас счастливыми, по-разному, хамят, истерят, такие же холодные, не перезванивают, не интересуются, пропадают, обманывают, что угодно. Вот все, что вам в голову придет. Вы для себя принимаете решение до того, как вы вообще в отношения вступаете, что если что-то вам не понравится, то вы об этом должны сразу сказать, что мне это не нравится. И второе, если это повторится, вы должны соскочить.
Вот это правило, простое, очень понятное, оно меняет нейронные связи, но вам, чтобы себе голову не забивать, оно меняет ваше либидо, то есть оно меняет ваше влечение. Вам начинают нравиться совершенно другие люди. И со мной это произошло. То есть, если раньше мне нравились те, кому я не нравился, это, кстати, еще с низкой самооценкой связано. Потому что, когда вы себе не нравитесь, то тот, кому вы нравитесь, он просто дебил, и потому что нормальному человеку вы не можете понравиться. Вы же себя не любите, правда? Вот когда самооценка растет, то вы себя уже любите. И если кто-то, кому-то вы нравится, вы его тоже уважаете, так же, как и себя. Это первое. Второе. У вас начинает меняться само предпочтение сексуальное, психологическое. Вам вообще реально другие люди нравятся. Прям совсем другие. Но не так, что прям пол другой, конечно. Но могут там вместо блондинок брюнеток, вместо брюнеток лысые, вместо лысых рыжие и так бесконечно. А главное, что должно произойти, вам начинают нравиться люди, которым нравитесь вы, что и есть суть взаимных отношений. Что я вам, собственно, всем и желаю. Вот еще звоночек. Здрасте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Светлана, мне 47 лет. Да, пожалуйста, Светлана. Я в браке уже больше 22 лет. И, у меня вся та же история, да, когда родители меня бросали на бабушку, каждые выходные отвозили меня к ней, отдыхать, вот, каждые каникулы, вот. В общем-то, я простила своих родителей и, по вашим советам, приняла их такими, какие они есть. И тем более у мамы сейчас очень сложный период с онкологией. Вот. И, я хотела бы узнать, как нам с моим мужем наладить отношения. У нас все хорошо, но как у друзей. Вот. И у нас, мы любим друг друга, он меня принимает такую, какая я есть. И он мне нравится со всеми его чертами и со всеми обстоятельствами. Но у нас нет абсолютно, у меня нет никакого сексуального влечения. И с самого начала не было? Было. Не было? Было. Было. А что-то происходило потом, или оно само испарилось? У нас 2 детей. Просто это 21 год жизни. Мы как бы уже, вы понимаете, давно вместе. Вот. И, наверное, это все иссякло. И я не знаю, как это восстановить. И возможно ли это восстановить? Вот мой вопрос. Вы знаете, возможно восстановить. Я переадресую ваш вопрос сексологу, не путать с сексопатологом. Это разные специальности. Сексолог – это все-таки психолог, а сексопатолог – это врач, как уролог или гинеколог. И там разные проблемы, разные патологии, поэтому это совершенно разные специалисты. Это первое. Второе. Причина обычно бывает следующая. Психическая нестабильность, когда у вас сначала одни эмоции, потом они становятся другими, потом вы начинаете жить, у вас появляются дети, у вас вообще, как сказать, вы с любовника и любовницей переквалифицировались в мать и отца, внутренне для себя. И постепенно это угасает. Вторая история, это когда люди, извините, становятся неинтересны друг другу. Кто-то растет, кто-то стоит на месте. Люди теряют интерес. Тут надо для этого надо сексолога, потому что надо в ситуации разбираться. Очень сложная тема, потому что те тупые советы, которые дают глянцевые женские журналы под названием «Насыпьте ванну лепестки роз и идите по свечам», это бред полный. Вот. А как вернуть это чувство? Слава богу, что у вас было. Это дает шанс. Хуже тему, когда... На секундочку я покашляю. Надеюсь, не ковид. Вот. Я уже переболел. Короче говоря, вот так. Да, значит, спрашивает, депрессия послеродовая сразу спустя какое-то время по-разному. Почему психически здоровая женщина может быть? Конечно, может быть, потому что
женщина в период беременности, она гормонально меняется. Как я сказал, надо уйти от чернухи, и мы далеко от нее не ушли, потому что любовь всех волнует, и, к сожалению, не в хорошем смысле. Не то, чтобы человек прямо мечтал поделиться счастьем и радостью, а в основном проблемы, не складываются отношения, чувства все какие-то перекореженные, тоже с болью, со страданием. Вообще очень многие люди, к сожалению, меряют глубину своих чувств именно уровнем страдания. И вся литература на этом построена под названием «Чем больше я страдаю, тем больше моя любовь». Я обычно любил посмеяться над фразой из «Юнона Авось». Я, говорит, тебя никогда не увижу, а это, говорит, я тебя никогда не забуду. Для многих это, собственно, и есть настоящее чувство, что один другого не видит, а этот его не забудет. Я еще понимаю, когда люди умирают, конечно, тут такая ситуация безвыходная. Но когда при живых людях кто-то заморачивается на всю жизнь на каких-то стрёмных отношениях, например, как в романе Маркеса «Любовь во время чумы». Я не говорю почитать, он, конечно, великий писатель, но это такие странные истории о том, как парень в юности влюбился в девушку, и когда у нее уже внуки померли, и всем обоим помирать, жизнь уже закончилась, жизнь была глубоко несчастная. Он сказал: слушай, я тебя любил. Смешно. Это, друзья мои, зависимость. Это к любви не имеет никакого отношения. Но многие так не думают. Поэтому мы телефончик возьмем. Здрасте. Михаил, это вот Светлана, которая была до рекламной паузы. Да, Светлана. Да, я хочу, раз вы говорите про положительное, я просто пропустила вступление. Хочу сказать, что вот и после 21 года существует любовь, и мой муж принимает меня такой, как я есть. Я помню, да. Вот, но... у вас нету секса в отношениях, нету влечения. У нас нет влечения, да. У обоих нет или только у вас, кстати, я не спросил? Наверное, превалирует у меня, вот, а у него, периодически возникает. Желание возникает, влечение возникает. Это редко. Но тем не менее. Да, наверное, как это говорил Маяковский, быт заел, да? Нет, у нас с бытом все хорошо, вообще-то. В смысле, что... 21 год, конечно, нет, это... Я понимаю, что 21 год, просто я сказал уже, что вы, скорее всего, перековались с мужа и жены на отца и мать. Вот в чем дело. В этом смысле быт заел, а не то, что вы тяжело и бедно жили. Еще звоночек. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здрасте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Да, пожалуйста. Михаил, у меня, да, вот вам какой вопрос, тема сегодняшней передачи. У меня были токсичные отношения, их было несколько, и я все время выбирала человека, который меня не любит. Очень много с этим работала, и как-то раз попала на тренинг «Путеводитель по личному счастью». Так вот, тренер мне сказал о том, задал мне вопрос, какую цену ты готова заплатить за личные отношения. То есть, например, вот будет у тебя мужчина, но, например, будет неверен. У нас 2 минуты. Татьяна, 1 минута осталась. Вот ваше мнение на этот счет. Компромиссы и консенсус — это про отношения? Я вообще не люблю тренингов. И вообще сам вопрос странный. Какую цену ты готова заплатить? Я постараюсь в эту минуту уложиться и скажу, что по-другому. Те дети, которым не хватало родителей по разным причинам, за отношения родину продадут. Они вообще все за отношения готовы отдать, поэтому они терпят самые фиговые отношения, потому что отношения для них смысл жизни. Вот в чем проблема. Они без отношений вообще не живут, а прозябают. Они считают, что это выброшенные годы. И почему? Потому что они очень ценят, что они не одни, по понятной причине, что им не хватало этого в детстве. Те дети, которые переели родителей, такие, знаете, опекающие родители, они совершенно спокойно относятся, они могут уйти, они могут, если им не нравится, соскочить и так далее. У них они не цепляются ни за людей, ни за отношения. Друзья мои, мы к этой теме будем возвращаться, потому что мы даже 1/100 сегодня не затронули этого разговора. Я вам хочу пожелать все-таки, чтобы были здоровые чувства у вас, чтобы у вас были
ну, как бы любовь та, которая она должна быть, чтобы вы были счастливы. Потому что, к сожалению, многие, как они считают, любят, но при этом не очень счастливые люди. Поймите, это уже не про любовь, и вам быстрее будет и гораздо проще уйти от этих отношений, чем я вам, собственно, и желаю. Пока.